Всех приветствую на канале. Сегодня вам покажу мои продвижения по жилету. Что я все-таки напридумывала, потому что у меня было много вариантов. Многие, кстати, просили оставить крылышки, но, девочки, я их не оставила. И еще завтра мы едем сдавать документы со старшим сыном. Ему еще нету 18 лет, будет только осенью, поэтому нужно присутствие родителей. И я сейчас буду еще собирать свою сумку, потому что мы поедем в Тюмень. Мы от Тюмени живем 70 километров. И я возьму с собой вязание, пока едем, немножко повяжу. Много вязать не буду, потому что в машине с вязанием меня укачивает. Итак, давайте расскажу по жилету. Смотрите, обвязочку, значит, я крылышки убрала. Сделала вот такую простую лаконичную. У меня сначала были здесь столбики с накидом. Я потом все-таки сделала столбики без накида и выполнила вот такую вот узенькую обвязку. И самое интересное, что же я сделала по низу. Кто смотрел видео, вот так вот у меня низ закручивался. У меня еще по спинке низ не обработан. Как раз вот мы поедем в Тюмень, я докуплю пряжи, потому что у меня эта белая пряжа уже закончилась. И спинку я совсем не обработала, обработала только перед. Смотрите, что я решила сделать. Вот такие вот интересные кисти. Они очень прикольно смотрятся. Добавили жилету такой какой-то кантри стиль. Очень красиво вообще. Это вот самый идеальный вариант, потому что никакие обвязки здесь не смотрелись. Я потом вот этот черновой вариантик надену на себя, поставлю вам фотографию с джинсиками. Ну а сзади пока у меня ничего нету. И сзади, видите, завертываются края, а спереди за счет кистей края уже никуда не завертываются. Классно вообще получилось. У меня еще вот здесь кисти, да, маленько такие лохматенькие, потому что я же здесь кучу раз перевязывала. То крылышки у меня, то такая обвязка, то сякая. И маленько такие кудрявенькие кисти. Потому что пряжа после распуска, но я думаю, после стирки все будет красиво. И я как раз куплю моточек этой пряжи Ярнард Бегония. Вот у меня от нее этикеточка, возьму с собой. Это пряжа 50 грамм, 169 метров. Это 100% хлопок. Оттенок у меня был 3000. Ну, такой молочный оттенок. И я еще к нему добавляла такую ниточку капрона, чтобы он был по толщине соответствовал вот этой вот пряже. Здесь у меня пряжа мотылек от Камтекса. Это хлопок с лавсаном. И вот я уже говорила, что камера не передает. Но вот так он, этот лавсан такой придает легкий блеск. Лавсана здесь 30%. Еще у меня задавали вопрос вот по этому хлопку. Жесткий он или мягкий? Я вам скажу, он не такой мягкий. Допустим, если взять, да, вот, ну, самый распространенный хлопок, это, допустим, от Ализе. Полухлопки вот эти. Или типа Ярнард джинса, или вот типа Ярнард Flowers такой, да. Он, конечно, намного мягче, этот чуть-чуть пожестче. Но я говорю, чтобы хлопок был мягким в изделии, не вяжите его плотно. Вот, например, для пряжи мотылек я использую крючок 4, хотя там в рекомендациях значительно меньше. Нужно вязать свободно, чтобы полотно не стояло колом. Оно, видите, такое. Смотрите, оно какое мягонькое. Но видите, как хорошо драпируется. Ну, оно такое, хлопковость такая чувствуется. Но для жилета, для такого жилета, а он свободный в таком стиле оверсайз, эта пряжа смотрится очень красиво. Я рекомендую вот этот жилет носить на такой на топ, на бретелях. Потом вам поставлю фотографию, и вы посмотрите. Что-то уже прицепилось тут. В общем, буду доделывать кисти, только нужна еще будет пряжа. Получается, у меня уже вот на этот жилет ушло 5 моточков мотылька, это серенький цвет, и 1 моточек, вот этот Ярнард Бегония. Видите, белый цвет как засвечивается, бликует. Получается уже 6 моточков по 50 грамм, но жилет очень широкий. Я думаю, скорее всего, вот по этим расчетам можно до 46 размера будет спокойно делать. Ну или до 44 точно. То есть расход небольшой за счет того, что он
имеет включение сетки. Сейчас сетка очень актуальна, но я не хочу делать полностью весь сетчатый. Я сделала вот такие добавления. Видите, у меня по спинке вот такая сеточка идет. И вот здесь вот оформление горловины. Я вот, знаете, сделала эту сетку, потом долго не могла придумать, что сделать к горловине. Потому что горловине никакая обработка не подходила, так как вот эта сетка, она уже выглядит как обработка. И здесь у меня тоже очень просто лаконично обработано. Я вам потом в мастер-классе это все покажу. Здесь у меня еще кончики всякие торчат. Так, ну пока тоже положу этот жилет в мою сумку рукодельную. Кстати, многие сумки рукодельные покупают, а я ничего покупать не стала. Я сшила себе сама вот такую сумочку рукодельную. Здесь куча карманов. Здесь у меня даже вот так вот маркеры висят. Очень удобно. Сумка сшита из рогожки. У меня, кстати, на эту сумку есть подробный такой мастер-класс в формате PDF с выкройками, со всеми расчетами. Сумочка, видите, двухсторонняя. Здесь нету никаких швов. Они все спрятаны вовнутрь. Очень прочно пришита ручка. С таким двойным как бы крестом. Я не знаю, как это правильно называется. Здесь у меня пластиковое кольцо. То есть, смотрите, как удобно. Сумка хорошо затягивается. То есть, вы можете быть уверенной, что из нее у вас ничего не выпадет. И смотрите, так как сумка двусторонняя, вы можете ее вывернуть на обратную сторону и сделать так, чтобы эти карманы были внутри, а сама сумка будет тогда, ну, вот такой как бы ровненькой. У меня здесь, кстати, лежат еще 2 моточка пряжи. Сейчас тоже вам про нее расскажу, зачем они там лежат. Сумка очень большая, то есть сюда спокойно вообще кардиган в пол может вместиться. Огромная она. И очень-очень удобная. Девчонки, мастер-класс в формате PDF всего лишь 150 рублей. Я присылаю на почту. Так что пишите, если кто хочет приобрести. Розовые моточки у меня там лежат. Сейчас вам расскажу, зачем. Я тоже показывала. Я вяжу сумку такую, авоську по типу филейной сеточки. Я уже ее почти связала, уже что-то придумала по поводу ручек. Пока они выглядят очень неказисто, потому что они как бы будут у меня двойные, заворачиваться. Мне сейчас нужно довязать буквально еще пару рядов до ручек. И потом я их сверну и вот таким образом сошью. И будут более плотные ручки. И здесь по краю будет такой отворотик. Ну вот осталось мне совсем чуть-чуть довязать. Еще я думаю купить кнопочки магнитные, сделать тут потом вот такие защипики, ну, чтобы раз так защелкивать. Будет очень здорово. Она такая большая сумка получилась. У меня ушло на нее 300 грамм вот сейчас. Она весит в таком... Так, что я размеры-то не сделала. Ну, где-то у меня тут в моей сумке должен быть сантиметр. Это всегда, знаете, так происходит. Я по карманчикам ищу. Так, по-моему, куда-то я складывала сантиметровую ленту. Обязательно она у меня должна быть. У меня всегда здесь все лежит, то, что может пригодиться. Вот здесь у меня есть ножницы. Всегда с собой в кармашке. Но я всегда в основном ношу ее кармашками наружу, чтобы лишний раз не открывать, не закрывать. Вот он у меня сантиметрик. А тут еще резинка лежит. Ну, можно, допустим, если вы с сумкой куда-то едете, да, в какую-то поездку, потому что удобно брать их в поездку, то кармашки завернуть вовнутрь, чтобы на всякий случай из сумочки ничего не выпало. Кармашки, кстати, на резинке. Я еще, знаете, сюда, когда вяжу, я кладу клубок, да, вот сейчас достану клубочек. Вот мой клубочек, да. Я его кладу в карман, вот так вот. И вот так вот вяжу. И то есть у меня этот клубок аккуратненько лежит в кармане и нигде не болтается. Это, знаете, особенно, как это удобно, когда пряжа вот такая ворсинистая лезет. Я вязала себе кардиган из пряжи Ангара от Камтекс. Эта пряжа при вязании немножко лезет. Это там шерсть и мохер. И очень было удобно, что у меня вот этот моточек лежал в кармашке, и вокруг меня не было, знаете, куча шерсти. Потому что если, допустим, я бы кинула, да, этот клубочек на диван, то весь диван был бы шерсти. А он вот так у меня лежал в сумке, в кармашке. И у меня никуда эта шерсть не рассыпалась.
и ребятишки не растаскивали. И смотрите, вот видите, и вот так вот я иду, вижу, видите, как легко идет ниточка. Вообще, а если клубочек, ну, не перемотанный, как у меня, а моток, то лучше всего доставать пряжу именно из центра мотка, моток ставить вертикально, и тоже очень удобно тянется ниточка. Так, давайте замеряем, что у меня получилось. Так, ну ширину-то мы же с вами тогда измеряли. У меня по ширине я уже не помню. По-моему, 39 что ли было. Ну да, вот где-то примерно так. 38-39 сантиметров. А высотой, то есть она такая глубокая, я вот меряю вместе с донышком. Вот, 40, так, не видно. Вот, 41 где-то, да? Ну, 40 сантиметров получилось. У меня здесь донышко прямоугольненькое. То есть отдельно связан прямоугольник поворотными рядами, а затем по кругу сумка. Я, кстати, в прошлом видео, когда про нее рассказывала, говорила, что у меня дно квадратное. Ну вот, так получилось. Я, знаете, это заметила, когда субтитры стала делать, потому что я в видео всегда добавляю субтитры. У меня на канале очень много англоязычной аудитории и, допустим, итальянских и португальских зрителей, поэтому я добавляю всегда субтитры. И вот когда делала субтитры, я показываю донышко и говорю, что оно квадратное. Хотя оно, конечно же, девочки, прямоугольное. Кстати, сумку я вяжу из пряжи Vita Charm. У меня, видите, здесь такая филейная сетка. У меня, кстати, и сумка, и жилет, который, да, я вам сейчас только что серенький показывала, они связаны одинаковым узором и одинаковым номером крючка 4 миллиметра. И вот эти два проекта у меня всегда везде со мной в моей удобной, супер классной рукодельной сумке, где у меня всегда все помещается, все под рукой. Девочки, я рекомендую вам сшить для себя такую же сумку. Очень удобная. Ну что, сейчас я кладу мою сумку, буду вязать ее в дороге. Ну и мы поедем до Тюмени. Может, даже вам маленько дорогу поснимаю, если получится. Как погода еще будет. Что-то у нас на завтра так облачно передаю. Вот, смотрите, все я положила. И могу спокойно вешать сумку на плечо. Здесь такая широкая ручка, она тоже двойная. Вот эти вот шнурочки, чтобы не болтались, я их кладу в кармашки. Ну и все, я готова к выезду. Наступил уже следующий день. Мы едем в Тюмень. Ну как едем? Только выехали, проезжаем первый светофор. Сейчас утром. Младших только что увезли в сад. Кто бы мог подумать, что сегодня у нас 4 июля. Самая, грубо говоря, середина лета. Ну да, почти. А у нас температура 15 градусов. Я, конечно, понимаю, что мы не на экваторе живем. Но все-таки обычно летом у нас стоит жара до плюс 30, бывает и выше. А сегодня мы надели кофты и даже сверху ветровки. Вообще планы у нас большие на сегодняшний день. Нам нужно сдать документы для поступления. Хотим поступать в Тюменский государственный университет на факультет математики и прикладной информатики. Ну, в общем, что-то в этом роде. Выбрали мы на этом факультете 5 направлений. Подадим на все документы, будем мониторить, что происходит с конкурсом, и потом уже определимся точно. Короче, оригиналы будем сдавать чуть позже, сейчас везем копии. Все, поворачиваем мы на дорогу, которая ведет на выезд из города, то есть к трассе. Мы уже в Тюмени, едем по улице Ленина в сторону университета. Кстати, я сама ровно 20 лет назад поступала в этот университет. Кстати, после окончания ни разу там не была. Очень хочется пройтись, посмотреть, как все изменилось. Уже видела в интернете ролики, как обновили общежитие, в котором я жила. Это общежитие номер 5 на улице Красина. Хотя я жила там всего 1 год, но воспоминания самые приятные. В общем, там произошел капитальный ремонт. Я, конечно, смогу оценить это только по фасаду, вовнутрь меня никто не пустит.
Но если получится отснять фасад, то поставлю позже вам видео. Я училась на химическом факультете с 2002 по 2008 год. Получается, что 6 лет, но училась по факту 5 лет. И 1 год была в академии, потому что у нас родился сын, которого мы сейчас везем поступать. Кстати, напишите в комментариях, кто живет в Тюмени или часто бывает здесь, или может быть вы уже здесь там 100 лет не были и сейчас едете вместе со мной по этой улице и на вас нагрянули какие-то воспоминания. Напишите об этом, будет очень интересно почитать. Кругом такая красота, это больше такая историческая часть города, здесь нет многоэтажек, здания низкие, максимум 3 этажа, много зеленых насаждений. В общем, кругом красота. Еще бы нам сюда солнышко, хоть чуть-чуть. А, кстати, посмотрите, пока мы ехали, все-таки тучки немного разошлись и видно уже небо. Ну что, я уже сказала, что закончила химический факультет. И работа моя связана непосредственно с химией. Я работаю в лаборатории на заводе по производству строительных материалов. Вот. Кто не знал, у меня есть основная работа. А мастер-классы это уже для души. Конечно, хотелось бы превратить в хобби в основной источник дохода, но пока не получается. Так, мы уже подъезжаем. Сейчас будем искать место для парковки. Ну что, вот оно, наше общежитие. Теперь оно выглядит вот так. Очень красиво, очень красочно. Красота. Ну вот, как обещала, показываю вам такой черновой вариант. Он еще не стиран. Я доделала кисти сзади. Купила же я новый моток пряжи. И я обычно пряжу вытаскиваю из центра. А из центра она такая более, как бы, кудрявенькая. Как будто после распуска и кисти тоже такие кудрявенькие. Но я думаю, после стирочки они выровнятся. Видите, как классно получилось. Очень подвижный, струящийся жилет. Или такой топ. Но я ношу на топ с бретелями. Я очень довольна результатом. Смотрите, как спинка так красиво двигается. Разрезы очень красиво тоже смотрятся. Джинсами прям вообще супер. И вырез так классно, все получилось. Я потом еще с чем-нибудь померяю. Ну, когда уже выпущу мастер-класс на этот жилет, то я вам покажу. Еще же я вам рассказывала про сумочку. Вот так повешал на плечо и пошел. Я ее перевернула кармашками вовнутрь. То можно носить и так, если куда-то идете, чтобы ничего не выпало. Очень удобно. Кстати, сумку я еще не делала. Розовую, это мою авоську. Девчонки, кстати, если хотите приобрести мастер-класс вот на эту проектную сумочку, очень огромную, очень вместительную, я вам в описании под видео оставлю свою электронную почту. Вы мне прям на почту пишите, и здесь комментарий пишите, что написала на почту по поводу мастер-класса. Хорошо? И в почте мы уже договоримся и об оплате, и обо всем. Смотрите, сумка. Ручки, я говорю, еще не доделала, они будут подвернуты. Тоже очень классно смотрится. Вот здесь вот такой будет отворот, и ручки, они как бы будут двойные такие сшитые. Видите, как прикольно смотрится вот этот узор филейный. Кстати, я уже говорила, и топ, и сумка связаны одинаковым узором. Круто вообще получилось. Я довольна результатом. Осталось совсем чуть-чуть доделать. Думаю, буквально в течение недели я уже приготовлю мастер-класс на этот топ-жилет крючком. Сделаю для вас побольше фотографий, померяю с юбочкой, померяю, может, даже без топа. Просто на белье, посмотрим, как будет смотреться. Но я думаю, будет вообще в любом случае очень супер. Не знаю, как вы думаете, мне кажется, джинсами все равно прикольнее. В общем, все тренды я учла в этом жилете. У нас тут и бахрома. Вроде она в прошлом сезоне была в тренде, но в этом вроде тоже осталась. И сетка, которая, да, видите, так ненавязчиво.
что я не делала весь жилет сеткой, а только вот спереди и по спинке. Красиво так. Ну все, на этом я свой влог заканчиваю. До скорых встреч, до следующих мастер-классов.